Всем привет, друзья, с вами Фил, и как вы уже могли заметить в моем прошлом видео, задроты нашей игры в последнее время стали намного чаще использовать арбалет в основном слоте оружия. Давайте разберемся, с чем это связано. Начнем с небольшой предыстории. Примерно полгода назад, когда возможности создавать кастомные сервера еще не было у всех желающих, мы с вами все-таки добились получения некой демо-партнерки и частенько устраивали вармод зарубы. Не знаю, зачем я это сейчас рассказал, но суть в том, что тогда арбалет стрелял очень криво, тем более, когда на нем был надет прицел. Даже с простенького 2х, стреляя ровно в центр, стрела улетала то куда-то выше, то ниже, в общем, оружие вело себя крайне неадекватно. Единственное, с чем его можно было использовать, это его стандартный прицел. Как вы, возможно, знаете, отличительная особенность прицела, установленного на арбалете, заключается в его сетке. Центральная точка показывает место, куда попадает стрела при выстреле на расстояние до 25 метров. Точка ниже 50 метров. Третья точка 100 метров и самая нижняя позволяет стрелять на расстояние в 200 метров. Естественно, что просто все было только на словах. На деле же попасть во врага, по крайней мере лично для меня, было очень затруднительно. Но сейчас все кардинально изменилось, и что самое интересное, никаких упоминаний от разработчиков по этому вопросу ни на одном из их ресурсов не было. Однако, наблюдая за стримами профессиональных игроков, которые проводят в игре большую часть своего времени и как ни крути сталкиваются практически со всеми игровыми механиками, я заметил, что арбалет на сегодняшний день стреляет совсем иначе. По крайней мере, с установленными на нем сторонними прицелами. Стрела теперь летит ровно в точку и способна поражать врагов на расстоянии до 100 метров относительно комфортно. По крайней мере, сейчас логика выстрела поддается адекватному объяснению. На фоне вы, думаю, уже насладились этими жесткими моментами. Теперь давайте более подробно разберемся в новой физике стрел, а точнее в том, как правильно стрелять с арбалета и почему же все-таки его используют. Начнем, конечно, с причин использования, и несложно догадаться, что главное из них – это наносимый урон. По дефолту одна стрела отнимает у врага 105 единиц здоровья при попадании в тело и 263 в голову. Если же брать в расчет броню, то в тело убить бронированного врага с первого попадания уже не получится, но зато выстрел в голову сразу же решает все проблемы, даже если враг в третьем шлеме. Что, согласитесь, очень мощно и является вторым оружием после АВМ, которое вообще может это сделать. А с учетом тихого звука, арбалет это по сути АВМ с глушителем, причем найти его можно даже не в аирдропе. Поэтому снайперам на заметку, с арбалета надо учиться стрелять. Конечно, сочные лонгшоты вешать не получится, но в каких-то стандартных ситуациях, тем более на небольших картах как Санок или Викенде, где большинство перестрелок проходят на расстоянии 50-100 метров, это может стать для вас имбой. Точные цифры урона арбалета по всей броне вы можете видеть сейчас на экране. Не думаю, что стоит заострять на этом сильное внимание, давайте перейдем непосредственно к стрельбе. По факту, если рассматривать стандартный прицел, то ничего не изменилось, центр по-прежнему 25 метров, ну и все остальные метки такие же, как были. Что касается остальных прицелов, их серьезно поднастроили. Если вы наденете на арбалет 6х, 4х или любой другой, то дистанция пристрелки автоматически будет 25 метров. А это значит, что на таком расстоянии все пульки будут лететь ровно в центральное перекрестие. Чтобы стрелять на расстояние в 50 метров, вам придется учитывать немного больше факторов. Во-первых, пристрелка 25 метров. То есть по логике, чтобы стрелять на 100 метров, нужно выбрать такую точку в прицеле, которая бы при использовании обычного оружия указывала нам на 400 метров. Но на самом деле все немного не так. Дело в том, что скорость полета стрелы составляет 160 метров в секунду, что в разы меньше, чем у других видов оружия, а соответственно и ее снижение происходит гораздо быстрее, чем у пули. Так что, чтобы стрелять на расстояние в 50 метров, вы должны стрелять по метке, указывающей на 500 метров. На экране вы можете наглядно ее увидеть. Ну а чтобы попасть с расстояния в 100 метров, здесь надо стрелять по метке, указывающей на 800 метров. Конкретно в 4х прицеле это самая нижняя риска. Расстояние больше 100 метров уже дается довольно тяжело, и хоть стандартный коллиматор арбалета и имеет такую точку, на практике увидеть в нее вылазящего соперника крайне сложно, а уж тем более если он двигается, то будет совсем тяжело.
Однако, если вы увидели АФК челика и у вас есть 6х, то расстояние 200 метров это примерно вот эта область прицела. Но тут уже стоит отдать предпочтение тренировкам и не зацикливаться на теории. И вообще, арбалет очень крутое оружие, как вы уже сами это могли увидеть по кадрам на фоне видео. А на этом на сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. Играйте в PUBG, ставьте под видео лайки и разрывайте врагов своим скиллом. Удачи вам! Пока-пока! Блять.